Для работы нам понадобится пластиковая канва, которая продается большими листами. Из нее мы вырезаем заготовку сумочки нужного размера. Это может быть самая простая форма сумочки, представляющая собой прямоугольник с боковинками. Прямоугольник состоит из передней части сумочки, маленького прямоугольничка. Далее у нас идет донышко необходимой глубины и задняя часть сумочки вместе с клапаном. Размер моей заготовки совсем небольшой, 13 на 10, глубина 2 сантиметра. Таким образом сумочка получается совсем миниатюрная. Такой вечерний вариант для самого необходимого. Напомню, что сделать заготовку можно абсолютно любого размера, насколько позволяет формат пластиковой канвы. Для вышивки я буду использовать вот такую пряжу от Camtex, праздничная с люрекса. Моточек весит 50 грамм и в нем 160 метров. Она очень праздничная, интересная пряжа. Также можно использовать вот такую пряжу, она тоже с люрексом, правда стоит уже подороже, потому что первый вариант совсем бюджетная пряжа. Это пряжа Византия. В ее составе 15% люрекса. Также можно использовать тоненький шнур. Вот такой шнур ПП макраме. Он тоже с люрексом. Ну, правда, цена вопроса уже будет еще побольше. В общем, использовать можно любую пряжу, которая вам нравится, которую вы можете позволить себе купить, которая есть в магазинах вашего города. Для белой канвы удобнее всего использовать, конечно, пряжу светлых оттенков. В этом случае канва будет менее заметна через саму пряжу. А для темных оттенков, конечно, удобнее использовать черную канву. Черная канва тоже уже есть в продаже. Поэтому имейте в виду, если есть возможность купить черную канву и вы хотите сумочку темных оттенков, выбирайте черную. Толщина пряжи или шнура тоже может быть совершенно разная. Просто в разных случаях, если шнур потолще, мы вышиваем в одну нитку, а к тонкой пряже мы уже подбираем количество стежков. Если одного недостаточно, мы делаем второй стежок или даже еще и третий. Смотрим уже по факту. Еще очень важный нюанс. Когда вы будете вырезать заготовку для сумочки, следите за тем, чтобы ровно посерединке проходил ряд ячеек. Так, чтобы влево и вправо от него было одинаковое количество ячеек. В моем случае по 15 ячеек слева и справа от маркера. И под маркером у меня тоже ряд ячеек, 31. То есть посередине должна быть не полосочка, разделяющая ячейки, а именно ряд ячеек. Именно в таком случае рисунок или узор у сумочки получится симметричным. А на боковинках я намеренно посерединке оставила полосочку. Не ряд ячеек, а полосочку. Слева и справа по 2 ряда ячеек. Для того, чтобы наглядно показать, как вышивать, если вдруг посерединке окажется просто полосочка. Для вышивки сумки я выбрала простой, но очень эффектный узор. Это диагональные полосы, расположенные симметрично друг к другу, и выглядят они как вышивка елочкой. И, конечно же, ширину полос выбираем на свое усмотрение, как больше нравится. Ширина моих полосочек 4 ячейки.
И для того, чтобы начать вышивку, я делаю предварительную разметку. Серединка сумки у меня обозначена оранжевым маркером. И далее на расстоянии 2 ячеек между маркерами я по всей ширине сумки расставляю маркеры. Поскольку количество ячеек в вашей заготовке может быть отличным от моего, поэтому и расстановка маркеров тоже может быть другой. Самое главное, чтобы маркеры располагались симметрично друг к другу относительно центра сумочки. Итак, начинаем вышивать первую полосу, и начинаем мы с первых 2 ячеек, которые расположены выше и правее углового маркера. Иглу заводим с изнаночной стороны в первую вертикальную ячейку, расположенную выше углового маркера. С изнанки оставляем небольшой кончик, придерживаем его пальцем и далее постепенно будем прятать его в вышивку. Затем иглу заводим в первую горизонтальную ячейку, расположенную правее углового маркера. Игла уходит наизнанку. Нить не затягиваем, для того, чтобы она плотнее закрывала ячейки. Делаем еще один точно такой же стежок, для того, чтобы еще лучше закрыть ячейку, потому что нить тоненькая и ее недостаточно. Заводим иглу в первую вертикальную ячейку сюда же. И теперь игла уходит у нас в первую горизонтальную ячейку. Вот так. Далее у нас идет следующая диагональ, уже 3 ячейки. И мы заводим иглу сначала в вертикальную ячейку, расположенную выше, уже вышитой. И далее иголка уходит у нас в горизонтальную ячейку. Вот так. Нить не затягиваем. И прокладываем сюда же второй стежок. С изнанки в вертикальную ячейку. Нить располагаем правее уже нити, которые только что вышили. И теперь иголка у нас уходит в нижнюю горизонтальную ячейку. Вот так. Далее у нас идет следующая диагональ. И здесь уже 4 ячейки. Опять мы заводим иглу с изнанки в вертикальную ячейку. И уводим уже в горизонтальную ячейку, расположенную под следующим маркером. Это границы нашей полосы. Дальше за нее мы не выходим. Маркер можно убрать, чтобы он не мешал. Первый стежок и сюда же второй. Нить располагаем рядышком. Вот так. Все, это наша ширина, это ширина нашей полоски. Дальше за нее мы не выходим. И продолжаем вышивать по этим ячейкам, по вертикали. Вот граница слева и граница справа. Дальше мы не выходим. Игла с изнаночной стороны в вертикальную ячейку. Далее у нас уходит игла тоже в вертикальную ячейку, теперь уже расположенную на границе нашей полосы. Второй стежок сюда же.
ниточки располагаем друг с другом рядышком. Вот так. И продолжаем. Для удобства можно перевернуть вышивку, взять в руки так, как удобнее, и продолжать вышивать. Вышиваем только по этим полосочкам, не выходим дальше. Первый стежок. Сюда же второй. Старайтесь вышивать так, чтобы натяжение нити было одинаково и нити ложились ровненько. Все время придерживаю нить пальцем с изнаночной стороны. Первый стежок. Сюда же второй. Первый стежок. И сюда же второй. Если пряжа, которую вы вышиваете, толще моей, смотрите по факту. Возможно, вам будет достаточно всего лишь одного стежка. Вот сейчас уже видно, насколько плотно закрыты ячейки. Здесь все плотненько, аккуратно. 2 стежков мне достаточно. Сейчас давайте определим границу, до которой мы будем вышивать нашу стеночку. Вот донышко сумки, боковинка. И первый ряд ячеек боковинки и будет являться границей, до которой мы будем вышивать нашу стеночку. Вот сюда, на его границу, я поставила маркер. Сейчас мы самостоятельно вышиваем первую полосу до границы. Дальше вместе посмотрим, как ее завершить. И я покажу также, как закрепить ниточку, которая закончится. Итак, как только заканчивается ниточка, мы ее прячем с изнаночной стороны, просто заводя иголочку в пряжу аккуратно. Завели и аккуратно обрезаем лишний кончик. Вот так. Далее мы берем новую нить с изнаночной стороны. Точно так же заводим иглу в ниточке, протягиваем кончик нити так, чтобы он совсем спрятался. И теперь вышиваем. Вот так. Спокойно продолжаем свою вышивку. Сильно длинную нить я бы не рекомендовала вдевать в иглу, потому что она будет чаще путаться. Итак, продолжаем вышивать до маркера. Дошли до границы донышка. Уже сделали стежок в ячейку, ограниченную маркером. И теперь начинаем сужение. То есть сейчас мы делаем стежок всего лишь на 3 ячейки диагональные. Точно так же, как мы начинали ряд.
следующий стежок еще поменьше, всего лишь на 2 ячейки. Вот так. И теперь начинаем вышивку диагонально этой полосе. Для этого следующий стежок у нас будет на 2 ячейки вот так расположен. Сейчас мы заводим иглу вот сюда, с изнанки. И затем вот сюда, в конец нашего коротенького стежка. Вот так, чтобы у нас встретились 2 диагонали. Второй стежок сюда же. Здесь аккуратненько старайтесь вставлять иглу так, чтобы не зацепить ниточку, иначе она начнет тянуться. Вот так. Первая диагональка. Далее у нас уже пошире. Сначала мы идем по горизонтали, теперь пошли по вертикали. И здесь у нас идет симметричная вышивка. Каждому стежку соответствует точно такой же симметрично расположенный стежок. Вторая ниточка. Третья. И теперь иголочка пониже. Раз. И сюда же вторая такая же ниточка. И теперь мы помним, что это у нас тоже граница второй полосы, и мы начинаем спускаться по вертикали. Все, вот эта ячейка ограничивает ширину нашей полоски. Мы начинаем спускаться по вертикали вниз. Теперь еще ниже. И повторяем все то же самое, что уже вышивали в первом ряду. Вот. Теперь самостоятельно вышиваем до самого конца. Мы дошли до конца и повторяем все то же самое. Идем на сужение. Сначала вышивка в 3 ячейки. Второй стежок сюда же. И завершаем 2 ячейками по диагонали. Угловая ячейка у нас остается свободной. Вот так. Далее все то же самое, симметрично относительно центра. Так, мы заводим иглу вот сюда же, чтобы ниточка держалась, была зафиксирована. И по диагонали уходим вниз. Вот наш уголочек. 2 ниточки, 2 стежка по диагонали друг к другу. Второй стежок сюда же.
Следующий стежок уже на 3 ячейки. Вторая ниточка сюда же. Следующий стежок. И здесь у нас уже ограничение ширины полосочки. Дальше этого ряда ячеек мы не выходим. Вышиваем уже по вертикали вверх. Пошли вверх. Вот так. Ну, я надеюсь, что теперь уже все понятно, потому что мы повторяем одни и те же действия. И теперь мы тогда самостоятельно уже полностью вышиваем нашу половинку сумочки. Этот ряд по диагонали в эту сторону, потом, соответственно, в противоположную. Итак, вышиваем самостоятельно полностью стеночку до конца. После того, как будет вышита передняя стеночка сумки, аналогичным образом вышиваем вторую половинку. Это задняя стеночка и одновременно с ней клапан. Обязательно ограничиваем нашу вышивку по первой полосе ячеек, точно так же, как и на передней стороне сумочки. При желании направление вышивки с этой стороны сумочки можно сделать симметричной передней половинке. То есть, если здесь у нас полоска идет вот в этом направлении, слева направо, эту полоску можно сделать справа налево. Это по желанию. Особо этого незаметно, но я думаю, что в зависимости от пряжи, которую вы будете использовать, в каких-то вариантах это будет четко видно. И будет здесь уже такое диагональное соединение. То есть здесь вышиваем по желанию. Либо точно так же, как передняя стеночка в этом же направлении, либо симметрично. Стенки и боковиночки я сразу вышиваю по всей длине короткими стежками из одной ячейки во вторую. Вот так. У меня было 3 ряда ячеек и получилось 3 полоски вышивки. Если на боковинке посередине у вас проходит ряд ячеек, то можно сделать вышивку такую же, как и на стеночках сумки. На сумку я буду ставить вот такой замочек. И прежде чем пришить подкладку, нам обязательно нужно установить нижнюю сторону замочка и закрепить с изнаночной стороны. С помощью маркеров я слегка закрепляю стеночки. Далее прикладываю замочек и определяю место, куда необходимо закрепить нижнюю часть замка. Иголочками отмечаю точки, в которые будут проходить металлические усики. Разбираю конструкцию и устанавливаю нижнюю часть замочка на место. Немного с усилием раздвигаю усиками ячейки. Сначала ниточки, потом ячейки. И устанавливаю замочек. И теперь просто закрепляю его. Вот так. Проверяем, если все хорошо. Переходим к дальнейшей работе. Далее пришиваем подкладку. Пришиваем мы ее по самому краю вышивки.
оставляя нетронутым ряд ячеек, в которые мы будем делать обвязку. Удобнее всего сначала пришить один большой прямоугольник, и затем узенький прямоугольничек уже пришиваем поперек на нашу донышко и боковиночки. Ну или наоборот, сначала узкий прямоугольничек, а потом большой, на ваше усмотрение. И вот что должно получиться в итоге. При желании сюда еще можно пришить кармашек. И можно переходить к соединению деталей. А далее соединяем детали. Итак, игла с ниткой, большой узелок. Иголочку вводим с изнаночной стороны в самый уголок, в угловую ячейку. Вот так. Далее плотно соединяем детали между собой и начинаем сшивать две противоположные ячейки друг с другом. Делаем по 2 стежка на ячейку. При необходимости, если пряжа не очень хорошо закрывает ячейки, можно делать по 3 стежка. Соответственно, если пряжа у вас толстая или вы используете шнур, то, возможно, будет достаточно 1 стежка. Пряжу не затягиваем, чтобы она оставалась объемной и хорошо закрывала канву. Вот таким образом по 2 стежка на ячейку мы обшиваем весь край. Обшиваем весь край полностью и эту сторону тоже. Вот так. На уголочках делаем по 5 стежков или даже чуть больше, чтобы хорошо закрылся уголок. В последнюю очередь пришиваем полукольца. Просто прикладываем их по краю боковинки и через них иголочкой точно так же обшиваем край сумочки. Здесь можно поплотнее, на 3 стежка. Оставшийся кончик нити прячем внутри бокового шва и остатки обрезаем. Вот так. Прикручиваем верхнюю часть замочка. И все, сумочка готова. Ну вот и все. Добавляем красивую цепочку. И сумочка полностью готова. Если мой урок вам понравился и был для вас интересным, то поддержите меня лайком и комментарием. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.